Что происходит с компьютером, когда он начинает перегреваться? Что такое тротлинг, при каких условиях он включается и как этого избежать? Стоит ли отключать турбобуст и экспериментировать с настройками электропитания? В этом видео я расскажу, как правильно эксплуатировать компьютер, чтобы избежать перегрева и связанных с ним проблем. И что делать, когда компьютер уже начал перегреваться. Подписка, лайк. Помчали. Итак, как же влияет перегрев на производительность компьютера и его работу в целом? В относительно недавнем прошлом такие компоненты, как, например, центральный процессор, не имели никаких механизмов защиты и при избыточном нагреве попросту сгорали. В современных компьютерах такого не случается, потому что используется механизм под названием тротлинг. И в случае перегрева центральный процессор для того, чтобы снизить температуру, начинает работать на более низких частотах, что в свою очередь приводит к значительному снижению производительности. В то же время есть и другой механизм – турбобуст, который повышает частоту центрального процессора и видеочипа в момент, когда требуется повышенная производительность, например, в играх, когда загружается сцена с большим количеством объектов. Поэтому, чтобы иметь необходимый запас температур, очень важно правильно подобрать систему охлаждения и термоинтерфейсы в случае, если у вас системный блок, и соблюдать определенные правила эксплуатации и сроки технического обслуживания, когда вы используете ноутбук. Следует помнить, что ни одна, даже самая дорогая система охлаждения не будет одинаково эффективна на протяжении всего срока эксплуатации. И абсолютно не важно, что у вас системный блок или ноутбук. Со временем высыхает термопаста, высыхают термопрокладки, ухудшается теплоотдача и, как следствие, эффективность системы охлаждения значительно снижается. Итак, как же все-таки подобрать систему охлаждения? В первую очередь нужно обратить внимание на значение выделяемого от процессора тепла. В характеристиках процессора она обозначается как TDP – Thermal Design Power, и измеряется в ваттах. В характеристиках системы охлаждения присутствует такой же параметр, и именно эти значения должны быть отправной точкой при выборе. Значение TDP системы охлаждения должно быть выше значения выделяемого от процессора тепла хотя бы на 20%, а в идеале 50-70%. Такой запас должен компенсировать потери на термопасте и, возможно, недостаточной продуваемости в корпусе. От значения TDP также будет зависеть, какой тип охлаждения выбрать – воздушное или жидкостное. Основные преимущества – это цена, надежность, простота установки и обслуживания. На сегодняшний момент для большинства процессоров хорошей башенной системы охлаждения будет достаточно. Следует отметить, выбирая этот тип охлаждения, обязательно следует учесть размер корпуса, чтобы вся эта достаточно массивная конструкция поместилась. Но и обратить внимание на материалы и качество пайки тоже лишним не будет. Радиатор с медным основанием будет прекрасным выбором. Если вы решили собрать что-то прям очень горячее, то в этом случае можно задуматься и о жидкостном охлаждении. Из преимуществ можно отметить, пожалуй, только размеры и внешний вид. Выглядят эти системы довольно-таки футуристично. Цены на такой вид охлаждения достаточно высокие. Установка и обслуживание, если говорить про кастомные версии, требуют определенных навыков. Можно, конечно, рискнуть и все сделать самому, но неправильный монтаж может привести к протечкам и вывести из строя весь компьютер. Следующее, на что стоит обратить внимание, это вентиляция воздуха в самом корпусе. Вентиляторы внизу должны быть на вдув, сверху на выдув. Спереди должны устанавливаться вентиляторы на вдув, сзади на выдув. И сам корпус должен быть достаточно просторным. Но даже если у вас отличное охлаждение, прекрасный продуваемый корпус, есть еще ряд факторов, которые негативно влияют на температурный режим. Очень не рекомендуется устанавливать системный блок рядом с источниками тепла. Например, батареи, обогреватели, или запихивать его в какие-нибудь тумбочки. В случае с ноутбуком использовать его на мягких поверхностях. Ковры, одеяло или мягкая мебель – не самый лучший выбор. Несвоевременное техническое обслуживание, пожалуй, самая распространенная причина повышения температуры центрального процессора и видеокарты. И здесь весь процесс можно разделить на два этапа. Первый – это выдувание пыли без разборки. Для ноутбуков можно использовать баллончики с сжатым воздухом. Если вы используете свой ноутбук каждый день, то рекомендуется делать продувку хотя бы раз в месяц. Для системных блоков вариантов побольше. Можно использовать фен, только дуть нужно холодным воздухом. Специальные воздуходувки или пылесос, но его лучше использовать в режиме выдувания воздуха, а не всасывания. Второй этап обслуживания следует применять в случае, когда продувания уже недостаточно. В этом случае ноутбук или системный блок необходимо полностью разобрать. Аккуратно удалить всю пыль с каждого модуля, очистить контакты оперативной памяти, видеокарты, Wi-Fi модуля и на жестких дисках. Сделать это можно обычным ластиком. Снять систему охлаждения, удалить старую термопасту и термопрокладки. В случае, если термопаста высохла до состояния камня, не следует ее отдирать отверткой, наждачкой и другими сомнительными способами. Используйте изопропиловый спирт и плотную ткань.
После того, как все блестит и сияет, необходимо нанести новые термоинтерфейсы, термопасту и термопрокладки. Не стоит недооценивать важность качества термоинтерфейсов. Даже при очень хорошей системе охлаждения вся ее эффективность может упереться в некачественные материалы. Поэтому к выбору термопасты и термопрокладок следует отнестись с особым вниманием. В первую очередь обратите внимание на показатели теплопроводности и консистенцию. Чем выше теплопроводность, тем лучше. Более жидкую термопасту рекомендуется использовать в системных блоках. В ноутбуках лучше применять более вязкую. В термопрокладках также есть показатель теплопроводности, который нужно учитывать во время выбора. Кроме этого, важно обратить внимание на толщину. Следующие методы борьбы с перегревом относятся к программным, и одним из таких методов является отключение турбобуста. Напомню, турбобуст — это кратковременное повышение частот в процессоре в момент, когда требуется более высокая производительность. И, как говорят некоторые эксперты, подобное решение увеличивает производительность видеокарты в играх. На мой взгляд, метод очень спорный, но то, что производительность вашего компьютера или ноутбука значительно снизится, гарантия 100%. Температура действительно станет ниже, поэтому если вы готовы пожертвовать производительностью вашего компьютера в пользу снижения температуры, это ваш вариант. Я же все-таки порекомендую в первую очередь попробовать поменять термоинтерфейсы на более дорогие с более высокой теплопроводностью, а в случае, если это не поможет, рассмотреть замену системы охлаждения на более высокопроизводительную. Еще один программный способ — это андерлокинг. Способ очень рискованный. В большинстве случаев приводит к крайне нежелательным последствиям. Вплоть до того, что после подобного рода экспериментов компьютер может просто не запуститься. А если у нас еще и на гарантии, большинство производителей снимают устройство с гарантийного обслуживания. В следующем видео я расскажу, как избежать синего экрана и что делать, если это уже случилось. Подпишись, чтобы не пропустить. С вами был Андрей Поломарчук. До новых встреч!